Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 8-я серия второго сезона «Пираты Черной Лагуны». Эпизод 20. Преемственность. Преемственность серия называется. Преемственность. Я тебе говорил, в следующий раз сходим. О, руссо туристо, облико морали Ферштейн. Они что, продолжают? Ух, ну, короче, они продолжают мочить всех направо и налево. О. Простите, уважаемый. Для женщин это не самое подходящее место. Ничего. Ничего, хотя я предпочитаю места потише. Союз Коуса начал ответные действия. Мы можем не удержаться на Рапонге. Проблема решается в соответствии с планом. Однако Союз Коуса — большая организация. Надо сменить тактику. Чтобы их уничтожить, надо ударить в тыл. Ударить в тыл? Да, ударить в тыл. Мы прижмем магазины, бордели и сборщиков налогов, которые являются их источниками дохода. Так. Они же не дураки, легко догадаться, чья это работа. Это лишь прикрытие. Главной целью будет другое. Что? Что это значит? Используем тактику, работающую в любой стране. Какую? Похищение, мистер Банда. Наша цель — семья Масами Коуса. Ага. Похищение. Похищение, Банда-сан. Наша цель — семья Масами Коусы, шефа Союза Коуса. Босс, Прошу прощения, что вмешиваюсь. Что они говорят? Нам нельзя этого делать. Мы хотели лишь ослабить давление со стороны Коуса. Если вы просто совершите несколько терактов, то мы это сможем уладить. Но, пожалуйста, не делайте ничего фатального. Видимо, это не входит в ее планы. Ты слышишь, сержант? Они ничего не поняли. Рок, переведи это как можно точнее, хорошо? Банда-сан, мы используем все возможные средства для решения задачи. И мы берем риск на себя. Таким образом, принятие решений тоже возложено на нас. Ну, короче, снимаем с вас всю ответственность, мы всех порешаем. Постойте. Подождите минутку. О, не понравилось, да? Когда посылаешь все. а это ты, Руми? Я же просил сейчас не звонить. Прадо? Не нужно, еще осталось. Не тараторь. Я буду 2 зуба вынимать. Коронку поставлю. Все, пока. Кто-нибудь. Как, мерзавец? Ты что творишь? Вы понимаете, что здесь переговоры идут? Ой, извините, вот дура. Уйди с глаз. Бейте его. Йосида, хватит. Прошу прощения за помеху. Да. Юкио, ты еще здесь? А, Маки. Ну, Ой, уже так поздно. А что ты сейчас читаешь? Это Юкио. Мартин Хайдеггер. Очень сильный философ. Мне нравится. Я пас. Мне нравится про моду и ужастики. Ну и дура. Ты говорила, что любишь Энн Райс. А для развлечения ты что читаешь? Ну, я... Ладно, не надо. Наверное, ты вообще не читаешь развлекательных книжек. Ты думаешь? Мне нравятся книги, дающие ощущение океана. О, как. Когда ныряешь в знания и чувства. Черт. Абсолютно бесконечные. И не похожие на реальность. Я недавно, кстати, это чувство познал. Вот такое мне нравится. Понятно. Я сложное не понимаю. А Стивен Кинг? Я страшные не люблю. Странно. Я думала, тебе нравится Эдгар По. О, Я не люблю тех, которые заставляют представить себе ночь. Темную, одинокую, болезненную. блин. Я не люблю ночь.
Я боюсь, что тьма затянет меня. Совсем не романтично. Совсем. Боюсь, что тьма затянет меня. Чё-то мне это показалось очень... Кажется, у нас проблемы. Вас уже ждут. Хорошо. Есть цель 012. 012 есть. Есть у меня немного времени, прежде чем вы начнете. Я подожду, пока это не будет мешать операции. Можно поднять тост друг за друга. Эй, Такасан, что это за девчонка? Кретин, ты опять за свое? Нет, я не в том смысле. Она телохранитель этого переводчика из Ранапура. Правда? Женщина? В самом деле? Тяка, кретин, прекрати! Это наши гости. Она его убьет. Я знаю, Такасан. Но разве вам не интересно? Она тебе зубы вышибет. Мы еще не едем домой. Сейчас время общего банкета. Трата времени. Да уж, трата. Не жалуйся, Рэби. Это способ мирно уладить дела. Раз это на пользу, значит, того стоит. Не понимаю. Хорошая философия. Напоили бы их слабительным. Моментально бы договорились. А, вот она. Ох, чувак, как тебе сейчас не повезло. Я тут слышал, ты... стрелок? Она тебе ТТшку в задницу запихнет. Я не говорю на вашем грёбаном японском. Говори по-английски. Хорошо, давай по-английски. Я бы не работал здесь, не зная его. Красотка, ты ведь из Руанапура, верно? Говорят, что там ублюдков больше, чем во всем остальном мире. А ты кого-нибудь уже убила? Человек так 10. Слушай, Ромео, отвали. Иди нах. У тебя изо рта воняет, козел. Через одеколон чую. Ты гнилой внутри. Она Рэви, идем. чует. Балалайка нас ждет. Эй, переводчик-сан, не видишь, мы с дамой разговариваем? Не мешай, пожалуйста. Рэви, иди скорей. Найди Банда-сан. Эй, ты что о себе вообразил? Зачем меня игнорируешь? Потому что ты козел. Когда меня прерывают, я за себя не ручаюсь. Эй, слышишь меня? А Рэви не вмешивается, кстати. Эй, малышка, я его просто уму поучил. Может, дашь мне шанс? Уверен, что этот придурок тебя не удовлетворяет? А? Мерзавец! Нельзя, Отвечай! нельзя стрелять. Ты что творишь, Така? О, На что нарываешься? Соображай, что делаешь. Да мы просто играем. Какой- Исида-сан. кто-нибудь его Мне утихомирит? очень жаль, я с ним разберусь. Разберешься? Некомпетентный начальник и неуправляемый подчинен. Не выношу такое, сержант. На фронте было бы проще. Их бы уже убили. Короче, Прости, Рок. Он держал руку на пистолете. Он не ко мне лез, а тебя провоцировал. Ты стал хорошо разбираться, Рок. Именно так. Мне нужен Катлас. Эй, Рэви, Не хочу ничего устраивать. Но однажды он направит пушку на нас. ага. Этот тупица вообще мозги не включает. Я ему это не спущу. Ты подожди, Рок. Придет время, я его убью. Короче, нужны ее пестики. Она готовится к дуэли. Босс, Это мы где? передайте, пожалуйста, мисс. О, это мы Гензи. Это мы у Гензи. Вот. У нас не хватит сил заткнуть Союз Коуса. Идея была хорошая, несмотря на решение Совета Безопасности. При определенных условиях мы бы обошли их силой или деньгами. Но эти русские, Босс, рисовый уксус. держи, плохи наши дела. еще что-нибудь нужно, Бенни? Спасибо, ты выручил. Я этого не смог найти на черном рынке в Бангкоке. Ах да, Рэви кое-что просила. Ей нужен ее Катлас. Дурная новость. Будет буря? Пока не знаю. Надеюсь, что нет. Я тоже. Видимо, будет. Ну хорошо. Пока. Видимо, будет. Что-то намечается, и она это просекла. Плохо. Придется брать такси.
О, как совпало. Снова. Это же пираты Черной лагуны. Так, уже второе совпадение встречи. Они что, предназначены друг другу судьбой? Давно я не мерз. А у вас субтропики? А вы дома были, Акадзима-сан? Дома? Ну, честно говоря, не очень хочу. Эх, Это прямо как я раньше. Я всегда ненавидела свой дом. ну понятно почему. Но это место, куда можно вернуться. У меня есть семья. Ты очень ясно мыслишь. Подруги говорят, что как старуха. Не в этом смысле. Шучу. Я ничего такого не имел в виду. Я просто на распутье. О, как интересно. Слишком привязан, чтобы забыть все. И не решаюсь идти вперед. Люди, как игральные кости, сказал один француз. Бросаешь себя в направлении, которое сам выбираешь. Люди свободны, потому что могут это делать. У всех разные условия, но насколько бы ни был мал выбор, его можно сделать самому. Это не игра судьбы, это личный выбор. Правда? Это сложно. Минутку. Алло, Юкио. А, Гинсан? Я знаю. Не волнуйся, Гинсан. Я прячусь от снегопада в кафе Сакадзима-сан, которого мы на празднике встретили. Девочка, Да, что? сегодня Бандо-сан пришел? Тогда я иду. Хорошо. Простите, Акадзима-сан. Я пойду. Юкио, ты... Да? Как твоя фамилия? Я ведь так и не знаю. Да. Васимины. Очень важно звучит, да? И вот у него все сложилось. Девочка, наследница клана, который работает с русскими. Опа-на, полиция? я против. Что против? Девочка тут ни при чем. А при чем здесь девочка? Представь, что об этом услышит совет. Они не только не дадут установить клан, а вообще выкинут нас из региона. Они девочку хотят поставить главной. Девочка уже пришла. Прости, я не заметил. Бандо-сан, о чем вы сейчас говорили? Они хотят ее поставить главной, потому что у нее До фамилия. свидания, девочка. Все ясно. Посмотрите. Когда старик умер, они потребовали, чтобы у нас не было босса. Сказали, что примут только прямого наследника, мерзавца. Они же знали, кто это. То есть, Да, наследница. Ты единственная. Это подло. И они зажимают нас в угол. Они им не оставляют выбора. Слабую девочку они хотят... Йосида, ты? Босс, это вы? За мной хвост. И это не местные. Босс. Они из столицы. По возможности я оторвусь от них и уйду в укрытие. Босс, русских не остановить. Они взорвали машину у полицейского участка, когда в нее садился человек Коусы. Ну, короче, все, безбашенный, не остановить. Кажется, вы просили их остановиться. Знаю. Я перезвоню. Босс, Готовься к неприятностям. Короче, он уже понял. Что там с Васимины? пока ничего. Тратим время. 6:00 в штаб-квартиру клана Васимины пришел следователь. Скоро нас раскроют. Переводи основной отряд на Марию Железку. Есть. А что с Лаптевым делать? Ему не сообщать. Балалайка, Что? а если клан Васимины нарушит договоренность? Рок, тебя это касается? Нет. Вот именно. Не забывай свое место. Это нехорошо, сестрица. Это не такой уж секрет. Почему ему не сказать? Ты правда его защищаешь, двурукая. Молчание — золото.
Да, но Рок не чужой человек. Надо доверять друг другу. Они клан Восьмины хотят в расход. Как заговорила. Ну хорошо. Скажем так, если они сделают такую глупость, мы просто добавим еще имя в наш список. Наша работа не изменится, и мир не перевернется. Это... Они ждут. Юки, прости, мы в следующий раз останемся помочь. Пока. Не волнуйтесь. Удачи вам. Твари. А у меня полугодовые оценки такие плохие, что мама требует, чтобы я бросила подработку. У нее сейчас, у Юки сейчас вообще... Ген-сан, я не чужая здесь. Угу. Я выросла в этом доме. Ты посмотрите на нее. Я дочь Рюдзо Восьмины. И постоянно об этом твердит. Целый день. Это твой Кадзима. Он замешан в этом. На стороне русских. Юкио, Юкио, Отвали! ты меня слушаешь? Задолбала. Прости. Для меня это очень важно. У нее там... Знаешь, Маки... Пошла ты. Что? Нет. Ничего. Я тут подумала, что разговорами здесь не помочь. Не надо так уходить от разговора. Это кто? Ну, скажем так, этот регент клана Восьмины. О, господи, чё? Босс! Это ты, Йосида. Я просто гуляю, никаких дел. Брат, ты на встречу с русскими? Давно ты не называл меня братом. Брат, я с тобой. Йосида, лови. Спроси Гина, что делать дальше. Может, ты его не любишь, но он хороший человек. Видимо, он понял. Брат, Но пока... Как-то так. Типа как-то так классно прощаюсь. Куда он, интересно? Все, теперь Гензи. Когда? утром к нашему порогу подбросили чемодан. Проклятые русские. Исида, этим должно было кончиться. Его уже... Надо с Коусой что-то делать. Босс придумал удачный ход, но ошибся. Такие дела. Что же нам теперь делать? Мое одиночество. Снежное небо. Снег не просто так. Это символ смерти. Стой! Сволочь! Так вот, что случилось. Переведи на японский как можно яснее. Но Сегодня я скажу тебе правду. Мне нужна власть и разрушение. Больше ничего. Мне лишь интересно, сколько я смогу ходить по кромке ада. Еще увидимся. Эй! Эй, Рок! Ты жив? Ты весь мокрый. я спал? Храпел, как мотор у Бьюика. Нельзя столько пить. Сейчас все начнется. Переезжаем. Переезжаем? Десантники разделились между русским посольством и грузовым судном. Значит, будет война. Безусловно. Отель Москва настроен серьезно. Это буря, Рок. Буря из стали и крови. Буря из стали и крови. Ген-сан, ты уходишь? Если я пойду по светлому пути, все остальные погрязнут во тьме. Не надо, девочка. Этого мне не избежать. Сейчас я чувствую тьму в тебе, Генса. Это очень печально. Но там не холодно. Там тепло. Девочка, я хотел, чтобы ты жила нормальной человеческой жизнью и была счастлива. Ради этого я жил. Подлый Коуса. Мерзкие русские. Они все пытаются уничтожить нас. Мы сделаем, что сможем. Видимо, она тоже. Если они сочтут меня равной, пусть так и будет.
Эй, Гинзи-сан, снежная ночь. Прекрасно. Впервые я так думаю. О, как, все. Гинзи-сан, Гинзи-сан, ты будешь меня защищать? Хозяйка, я младший босс клана Васемина, Гинзи Мацудзаки. Прошу вашего согласия защищать вас. Позвольте мне служить вам. Люди, как игральные кости. Мы бросаем себя вперед по жизни. Человек, как игральные кости. Мы бросаем себя вперед по жизни. Это слова, как сказал Юкио, одного француза. Это, между прочим, сейчас прочитаю. Данного человека звали Жан-Поль Шарль Эмар Сартр, который родился в 1905 году и скончался в 1980 году. Французский философ-экзистенциалист, представитель атеистического экзистенциализма, писатель, драматург, эссеист, социалист. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1964 года, от которой он отказался. Сартр размышлял о свободе отчуждений и диалектике. Был пацифистом, выступал против агрессии в больших войнах своего времени. Выступал за открытые отношения. Нифига себе. Сартр написал множество литературных и философских работ, с которыми самыми известными есть «Экзистенциализм» — это гуманизм 1946 года. И «Тошнота». Нифига себе, 1938 года его работы такие известны. И дальше я хотел бы зачитать, что такое экзистенциализм. На самом деле я не очень разбираюсь в данном философском течении. Кто более подробно разбирается, будьте добры, напишите. Экзистенциализм. Также философия существования. Направление в философии 20 века, акцентирующее свое внимание на уникальности бытия человека. Экзистенциализм развивался параллельно родственным направлениям персонализма и философской антропологии, от которой он отличается. Прежде всего, идеей преодоления, а не раскрытия человеком собственной сущности и большим акцентом на глубину эмоциональной природы. Честно, да, преодоление, а не раскрытие. Идея преодоления человеческой собственной сущности. Мне это показалось очень любопытным. Я это прочитал. Не просто же так Юкио рассуждала на эту тему. Девочка очень такая очень подкованная. Сказывается, между прочим, ген. Я о чем хотел сказать? Ну, давайте сперва рассмотрим всю ситуацию полностью, как она такова есть. Короче, клан Васемины, которому принадлежит Гензи, эта девочка, они наняли балалайку с ее бригадой, чтобы ослабить клан Коуса, который, скажем так, является представительствующим в правлении кланов. И клан Васемины такой, скажем так, в таком очень низкой иерархии сейчас находится, и им не дают права поставить главу. Между прочим, что это значит? Это значит, что, как мне показалось, это значит, что у них нет голоса в совете. И как клан они физически не существуют. То есть физически они есть, но и чисто юридически по их правилам их нет. А клан Коуса в свое время сказал, что должен быть прямой наследник предыдущего главы, а это только эта девочка. А они думают, либо вы всегда будете лохами, либо вы будете лохами и с предводителем, ну вот с этой мелкой девочкой, которая и так ни хрена не может. Короче, они вот сделали такую жестокую вещь. Их не расформировали только из-за того, что клан Коуса, предыдущий клан Коуса и предыдущий глава Васемины и предыдущий главарь Коусы были такими названными братьями. Что такое названные братья там у них? Это значит, они, возможно, отец Юкио и предыдущий главарь Коусы сидели вместе в тюрьме, спасли друг другу жизнь и тем самым поклялись на крови, что отдадут друг за друга жизнь. Поэтому их до сих пор не расформировали. То есть дело там в таком единении, таком слове, которое никто не может нарушить. Но что-то надо делать. Клава Васемины потихоньку проигрывал все в этих игр якудзы. Не Игра престолов, а игра якудзы. И они решили пойти на такой хитрый ход, нанять третью сторону, чтобы ослабить своих противников. И чтобы они хоть что-то потом доделали, протолкнули свои идеи в правлении. Что не сработало, так как, извиняюсь, у балалайки свои планы. Клан Васемины она трогать не хотела, но, к сожалению, ну как не хотела, ей похер. Но, к сожалению, так уж случилось, что этот капитан, на чьих плечах был весь клан, не стерпел того, что пусть и вражеский клан, но его убивает третья сторона, которую он сам нанял. Он не хотел их уничтожать полностью, он хотел их просто ослабить для того, чтобы дальше продолжать действовать. Вот видите, как все повернулось. Вот очень интересный момент. Сам факт того, что это противники его,
люди, которые не дают им спокойно жить, это враги. Но когда третье лицо, враг, иностранец, вот такое вытворяет, даже пусть по его вине, это уже высшее их достоинство. Между прочим, есть очень классные исторические моменты в этом вопросе. Японцы, даже японская якудза очень к этому национально относятся. Были случаи, когда, например, китайская триада пыталась, это было послевоенное время, после Второй мировой было время, когда китайская триада хотела хорошо закрепиться в Японии, а она там начала беспредельничать. И такое случилось, что японская якудза и полиция объединились в борьбе против них. Есть в японцах такая жесткая национальная черта, которая, как бы друг друга они ненавидели, но они способны тут же объединиться перед лицом иностранного врага. И это для них это не просто дело чести или так далее. Это так и не так должно быть, а это так будет. Вот по факту, тут работает просто их какой-то инстинкт. И что случилось конкретно с Юкио? Юкио приняла решение. Люди как игральные кости. Мы бросаем друг друга по жизни. Юкио приняла решение очень... Я даже, если честно сказать, противоречивое. Я не ожидал. Маленькая девочка, которая казалась девочкой, внезапно приняла решение взять на себя ответственность перед очень, между прочим, многими людьми, которые будут готовы отдать жизнь за нее. И она взвалила это на себя. Она взвалила на себя очень страшную функцию. И она в конце сказала: Снежная ночь. Прекрасно. Впервые я так думаю. она приняла тьму внутри себя. Экзистенциализм, как я понял вот из прочитанного, это познание себя, но не просто познание и раскрытие, а преодоление себя. Она себя пытается эволюционировать. Если я правильно понимаю, я честно скажу, сейчас я, возможно, очень глубоко ошибаюсь, будьте, пожалуйста, помогите мне и направьте меня, чтобы я в следующей серии исправился. И кто знает, будьте добры, объясните мне, вот как 5-летнему ребенку, что это все означало, если я сейчас не прав. Она себя, скажем так, вот она восприняла информацию от Гензи и от капитана, от босса младшего, и она подумала, что же теперь делать, потому что от ее решения, даже если она захочет в это не вмешиваться, все равно на ней ответственность будет. И у нее есть две пути: пойти по пути света или пойти по пути тьмы. А чтобы пойти по пути тьмы, ей надо перестроиться, преодолеть себя. Между прочим, здесь еще кое-что очень интересное. Здесь экзистенциализм имеется в виду, нет никакой судьбы. Есть только твой выбор, который ты перешагнешь. И она идет на это. Если честно, я не ожидал такого поворота событий. Если честно, я даже еще больше скажу, я не до конца все понял. Но я прекрасно понял, что все эти отсылки на французскую, на философию экзистенциализма и на ее понимание того, что она должна делать, это очень грамотный вход ее в... это все нас подвело к ее логическому выбору. Все, семья Васемины втянута в войну. И если честно, вот я честно считаю, что она проиграет. По одной простой причине. Ну давайте уж что греха таить. Если давайте откинуть все... Во-первых, Гензи мне очень понравился. Эта девочка вообще мне тут вообще классно понравилась как персонаж. Это гениальное аниме, потому что за 2 серии они могут персонажей так сильно тебя влюбить. Но это же простые бандиты. Как бы они круто и пафосно не говорили, против офигенно организованных, офигенно навоевавшихся чуваков из Афгана они не выстоят нифига. Их поимеют. Что клан Коуса, что клан Васемины, даже если они объединятся, я уверен, что Балалайка со своей братвой всех положит. Вот я так это вижу. Они туда прилетели как раз с этой целью. Почему они туда с этой целью прилетели? Фиг его знает. Видимо, да, было дано задание. Бог его знает какое. Что ж, это была 8-я серия. Господи, очень интересно, чем 9-я закончится. Это была 8-я серия 2-го сезона «Пираты Черной Лагуны». Посмотрим, что будет дальше. Очень интересно, господи, я вообще забыл про Рока и про Реви. Чью они сторону примут? Я почему-то думаю, что Рок, он же такой социально обязанный.
Господи, вдруг он пойдет эту девчонку сейчас спасать? Он же влюбился. Прикиньте. Он же не выдержит. Он же такой весь из себя хороший. Он же не будет просто сидеть и сидеть. А Реви 100% за ним помчится. Господи, и вправду. А это будет круто. Что ж, теперь точно говорю, это была 9-я серия, 8-я, господи, я запутался абсолютно. Это была 8-я серия «Пираты Черной Лагуны» 2-го сезона. Благодарю, что смотрели это вместе со мной. Увидимся уже на 9-й серии. И будьте добры, пишите в комментариях, что это все означало, чтобы я все потом прокомментировал. Большое спасибо, если я сейчас ошибаюсь. Если я не ошибаюсь, будьте добры и напишите и это. Удачи!